Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы продолжаем цикл лекций по физике. Данная лекция предназначена для студентов первого курса медицинской академии. Тема сегодняшней лекции у нас это электромагнитное поле. Вспомним, что такое электромагнитное поле. Выясним, как можно генерировать электромагнитное поле. Также разберем, какие виды электромагнитных волн выделяют. Разберем также процессы, которые происходят в тканях организма под действием высокочастотных токов и полей. На прошлой лекции мы разбирали вопросы, которые касаются действия низкочастотных токов и полей, разобрали, какое действие они оказывают и как можно применять в медицине. Но прежде чем мы начнем заниматься разбором понятия электромагнитного поля, нам необходимо также вспомнить, что такое электрическое и магнитное поле. Здесь на слайде у нас показаны виды электромагнитных волн, точнее шкала электромагнитных волн. То есть здесь можно выделить радиоволны, микроволны, инфракрасное тепловое излучение, свет, также ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение. То есть достаточно широкий спектр электромагнитных волн. Все они обладают различными характеристиками, то есть длина волны. Если мы посмотрим на радиоволны, здесь длина волны будет у нас иметь максимальное значение по сравнению с гамма-лучами. Гамма-лучи не обладают минимальной длиной волны, максимальной частотой. Соответственно, действие всех этих видов электромагнитных волн будет различным. На организм человека применение тоже будет различным. То есть сегодня мы подробно рассмотрим применение высокочастотных полей токов, то есть это диапазон радиоволн. На последующих лекциях вы будете также знакомиться с применением оптического излучения, рентгеновского излучения и выясните, как можно применять данные виды излучения в медицине. Здесь также у нас на данном слайде показан диапазон электромагнитных колебаний, показана шкала электромагнитных колебаний. И что здесь можно еще увидеть? То, что у нас некоторые диапазоны перекрываются. То есть нет строгого отделения по длине волны и по частоте различных излучений. То есть, например, у нас рентгеновское излучение перекрывается с ультрафиолетовым излучением. Здесь деление на различные виды излучения происходит в зависимости от способа получения. А вот по длинноволновому диапазону эти излучения могут перекрываться, но также и по частотному диапазону. Так, ну и мы с вами как раз разбираемся с данными понятиями, но еще нам нужно остановиться также, как действует электромагнитное поле и волны на организм человека, вспомнить некоторые факторы. Коротко мы сейчас рассмотрим данные применения и действия на организм. Ну и так, мы с вами с прошлого занятия, с прошлой лекции разобрались, что электромагнитные поля и волны обладают раздражающим действием, поражающим действием в диапазоне низких частот и также постоянных токов полей. То есть данные диапазоны оказывают раздражающее, возбуждающее действие, поэтому мы их можем применять ограниченно. Кроме того, также можно сказать, что у нас все-таки низкочастотные токи и поля в импульсном режиме могут применяться для физиотерапии. И, кроме того, также для физиотерапии более широко уже применяются высокочастотные токи и поля. Кроме того, высокочастотные токи и поля у нас могут применяться в хирургии. Ну и также мы в хирургии можем применять для рассечения тканей лазерное излучение, гамма-излучение, которые также относятся к электромагнитным волнам. Следующее применение – это диагностическое использование рентгеновских лучей. Ну, конечно, рентгеновские лучи у нас используются не только в диагностике, но и также и в лечении используются злокачественных заболеваний. И следующее – это использование света в терапии. Свет у нас, опять же, используется не только в терапии, но может использоваться и для диагностики, используется также в лабораторных исследованиях. То есть список
возможности использования полей и волн, электромагнитных полей и волн, диагностики, в лечении, в хирургии можно продолжать. У нас как раз на следующем слайде показано, что мы с вами рассмотрели здесь не весь список, не все возможности, и вам как раз вот далее необходимо будет выяснить, где и для чего мы можем применять электромагнитные поля и волны. Также у нас данный вопрос, опять же, выносится на дифференцированный зачет. То есть 16-й вопрос у нас это электромагнитная волна, уравнение электромагнитной волны, объемная плотность энергии, вектора Омова-Пойдинга, ну и кроме того классификация частотных интервалов электромагнитных волн. То есть первая часть лекции у нас будет посвящена в основном данному вопросу, и мы будем разбираться с данными понятиями. Ну а первоначально мы с вами вспомним, что такое электрическое поле. То есть данное понятие у нас изучалось в школьном курсе физики. Вспоминаем, что электрическое поле – это вид материи, посредством которой осуществляется силовое воздействие на электрические заряды, помещенные в данное поле. Для того, чтобы оценить действие электромагнитного поля на заряженные частицы, помещенные в данное поле, у нас используется такая характеристика, как напряженность электрического поля. Напряженность электрического поля рассчитывается как сила, действующая на заряд, единичный точный положительный заряд, помещенный в данное поле, ну или мы должны будем силу поделить на величину заряда, который помещается в данную точку поля. Это напряженность электрического поля. Силовая характеристика имеет векторное направление, то есть мы можем оценить направление данной характеристики. И данная характеристика у нас измеряется в вольтах на метр. Следующая характеристика – это потенциал электрического поля. Это энергетическая характеристика, и она рассчитывается как отношение энергии, которую необходимо, опять же, сообщить точному положительному заряду, единичному заряду, для того, чтобы его переместить из бесконечности в данную точку поля. То есть мы энергию можем поделить на величину заряда. Единица измерения – 1 вольт. Электрическое поле у нас имеет силовые линии, то есть можно его изобразить при помощи силовых линий. Вот здесь как раз они показаны. В том случае, если поле создано при помощи положительного заряда, отрицательного заряда, у нас силовые линии будут направлены от положительного к отрицательному заряду. В данном случае у нас силовые линии данного поля имеют начало и конец, то есть начинаются от положительного, отрицательного. Кроме того, существуют, и мы с вами сегодня познакомимся, такие поля, как вихревые, силовые линии которые не имеют начала и конца, они являются замкнутыми. Ну и также здесь же можно посмотреть тоже силовые линии электрического поля, в том случае, если источником данного поля является положительный заряд. Мы видим здесь, что напряженность электрического поля будет у нас направлена по касательным и данным силовым линиям. Следующее, что мы вспоминаем, это магнитное поле. То есть магнитное поле – вид материи, который порождается двигающимися электрическими зарядами. И на существование магнитного поля вокруг проводника с током указал Эрстед. Посредством магнитного поля у нас происходит взаимодействие между двигающимися электрическими зарядами. Силовая характеристика в данном случае – это вектор магнитной индукции, который можно рассчитать как магнитный момент, деленный на силу тока, который протекает по рамке с током, у нас здесь показана рамка с током, на площадь данной рамки. Данная характеристика также у нас векторная и измеряется в Тесла. То есть мы ее можем оценить по величине магнитного момента сил, который действует на рамку с током, помещенную в магнитное поле. И это сила тока, которая протекает по рамке, S – это площадь данной рамки. И здесь еще можно остановиться
на таком вопросе, как магнитные свойства веществ, очень коротко. То есть вещества у нас в зависимости от своих магнитных свойств относятся к диамагнетикам и парамагнетикам. Диамагнетики они у нас ослабляют внешнее магнитное поле. Парамагнетики усиливают внешнее магнитное поле, ну и тут же отдельно можно еще выделить ферромагнетики, которые сильно усиливают магнитное поле. А вообще магнитные свойства, они присущи всем веществам, потому что у нас атом состоит из ядра и двигающихся в его Кулоновском поле электронов. То есть электрон – это заряд, который совершает движение. А всегда, когда у нас есть движение электрических зарядов, возникает магнитное поле. Но в зависимости от направления магнитного поля внутри вещества у нас либо происходит ослабление внешнего магнитного поля, либо, наоборот, усиление. Для того, чтобы определить наличие магнитного поля, мы можем использовать магнитную стрелку, которая будет своим направлением ориентироваться по магнитному полю. Либо же мы можем использовать рамку беспроводника с током очень небольших размеров, и она также нам будет показывать наличие магнитного поля. Что касается направления силовых линий магнитного поля. Силовые линии магнитного поля являются замкнутыми. То есть в данном случае у нас нет ни начала, ни конца. Ну, в данном случае у нас показан соленоид, показано направление силовых линий и также постоянный магнит. То есть в данном случае у нас показано, что направление силовых линий идет от северного полюса к южному полюсу. Внутри магнита силовые линии замкнуты. Ну и магнитное поле в таком случае мы называем вихревым полем, потому что вихревые поля – это те поля, у которых силовые линии будут замкнуты. Кроме того, также можно отметить, что Земля также характеризуется магнитным полем, и мы на этом еще остановимся. То есть гигантский магнит, и мы живем в условиях магнитного поля. Это что касается повторения некоторых вопросов из курса физики. Следующий вопрос – это теория электромагнитного поля. И данная теория была предложена Максвеллом. Согласно данной теории, у нас электрические и магнитные поля, если они переменные, они не могут существовать отдельно друг от друга. То есть у нас изменяющееся магнитное поле будет порождать изменяющееся электрическое поле, а переменное электрическое поле опять же будет порождать переменное магнитное поле. То есть не существует отдельно переменного электрического и магнитного поля. Существует у нас единая материя, которая представляет собой электромагнитное поле. А выясним, на каких положениях основана данная теория. И первое, что нам необходимо вспомнить, это опыты Фарадея, который выяснил, что если происходит изменение магнитного потока через площадь некоторого контура, то возникает АДС индукции и возникает электрический ток. Также закон Фарадея, закон электромагнитной индукции, мы можем записать как следующая запись у нас на слайде здесь показана. То, что скорость изменения магнитного потока будет равна минус ЭДС индукции. ЭДС индукции, которая возникает в данном случае контуре. Знак минус говорит о том, что у нас возникающий индукционный ток будет направлен таким образом, что магнитный поток, магнитное поле, которое будет сопровождать данный индукционный ток, будет иметь противоположное направление, то есть будет стремиться компенсировать то магнитное поле, которое привело к появлению данного индукционного тока. В этом заключается знак минус в данном законе. Согласно опыта Фарадея, мы можем сказать, что переменное магнитное поле приводит к появлению переменного электрического поля.
кроме того, здесь также можно посмотреть опыты Фарадея. То есть если мы вдвигаем магнит в замкнутый контур, то по данному контуру будет протекать индукционный ток. И магнитное поле, которое в данном случае возникает за счет тока индукционного, будет иметь противоположное направление по сравнению с магнитным полем, которое вызывает появление этого индукционного тока. Здесь у нас портрет Фарадея. Можно посмотреть, в годы жизни его, то есть достаточно давно были произведены его открытия. И здесь еще одна иллюстрация, которая показывает нам также опыт Фарадея. То есть сдвигается магнит в замкнутый контур, и по прибору мы можем наблюдать как раз изменение магнитного поля. Следующее – это вихревое магнитное поле. Так же, как переменное магнитное поле у нас приводит к появлению переменного электрического поля. Причем в данном случае у нас переменное электрическое поле будет вихревым, то есть его силовые линии будут замкнуты. То же самое переменное электрическое поле у нас приводит к появлению переменного магнитного поля. В связи с тем, что у нас электрическое поле является источником переменного магнитного поля, Максвелл назвал данное переменное электрическое поле током смещения. То есть у нас обычный ток приводит к появлению магнитного поля. Здесь у нас переменное электрическое поле привело к появлению магнитного поля. Поэтому, так же как и в случае с током, мы переменное электрическое поле, которое приводит к появлению магнитного поля, будем называть током, но и в данном случае это ток смещения. Ток смещения у нас может быть рассчитан по следующим формулам. Это есть электрическое постоянное умножить на диэлектрическую проницаемость вещества, умножить на скорость изменения напряженности электрического поля и умножить на площадь. В данном случае имеется в виду площадь между пластинами конденсатора, между которыми как раз существует переменное электрическое поле. Кроме того, мы можем также рассчитать плотность тока. Мы в прошлый раз говорили уже, что такое плотность тока, то есть сила тока, деленная на площадь. Ну и тогда мы получаем следующую формулу. Это электрическое постоянное умножить на диэлектрическую проницаемость среды и умножить на скорость изменения напряженности, ну или производной напряженности по времени. Ну и здесь еще у нас одна картинка, которая иллюстрирует тот факт, что у нас переменное магнитное поле приводит к появлению переменного электрического поля, вихревого поля. Силовые линии его будут замкнуты и будут располагаться перпендикулярно направлению силовых линий магнитного поля. И наоборот, также у нас переменное электрическое поле приводит к появлению переменного магнитного поля. Тоже в данном случае у нас магнитное поле вихревое, его силовые линии также будут замкнуты. Теперь запишем основные положения теории Максвелла. То есть нам достаточно ознакомиться с этими положениями, хотя, конечно, здесь у нас будут показаны не все положения теории Максвелла. Итак, как мы с вами выяснили, всякое переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное поле. И в данном случае переменное электрическое поле было названо током смещения. С этим мы уже разобрались. Второе положение – это закон электромагнитной индукции, то, что всякое переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле. То есть, исходя из данных соотношений, из данных фактов, которые мы с вами рассмотрели, можно сделать вывод, что не существует единая материя, где переменное электрическое и переменное магнитное поле взаимосвязаны. Итак, что такое электромагнитное поле? Давайте сформулируем. Это совокупность переменных электрического и магнитных полей, взаимосвязанных и взаимно друг друга порождающих. То есть, если у нас есть переменное электрическое поле, оно всегда приводит к появлению переменного магнитного поля, переменное магнитное поле приводит к появлению переменного электрического поля. И наоборот. Также вводится понятие электромагнитных колебаний.
То есть электромагнитные колебания– это изменения во времени электрических и магнитных векторов напряженности. Если данные колебания будут распространяться в пространстве, то мы говорим уже о понятии электромагнитной волны. Электромагнитная волна– это процесс распространения электромагнитных колебаний в пространстве. И если мы с вами говорили, что механические волны могут распространяться только в тонких средах, то электромагнитные волны у нас распространяются во всех средах, в том числе и в вакууме. Для того, чтобы получить электромагнитную волну, нам необходимы следующие источники. Это переменные токи, которые являются источниками переменного магнитного поля, также переменные магнитные поля, переменные электрические поля, различные виды ускоренного движения заряженных частиц, и также будут источниками электромагнитных колебаний. Следующий вопрос– это генерация электромагнитных волн, электромагнитных колебаний. Для того, чтобы получить электромагнитные колебания, нам необходимо использовать колебательный контур. На первом рисунке у нас показан закрытый колебательный контур, который состоит из катушки индуктивности и конденсатора. Если мы в данном случае будем наблюдать образование электромагнитных колебаний в таком контуре, то они будут связаны с данным контуром и не будут распространяться в пространстве. Нам же необходимо иметь такой колебательный контур, у которого бы происходило распространение колебаний в пространстве. Поэтому для того, чтобы добиться распространения колебаний в пространстве, для того, чтобы их можно было использовать, нам необходимо развести пластины конденсатора, когда уже колебания будут распространяться в пространстве, и уменьшить количество витков катушки. То есть в итоге мы получаем вот такой вот колебательный контур, у которого у нас в принципе катушка индуктивности представлена уже прямым проводом, и на разных концах данного провода у нас имеются пластины конденсаторов. Обычно все-таки пластины конденсаторов также уменьшаются в размере, и мы получаем небольшие по площади пластины конденсаторов. Ну или вообще же они у нас соединены к проводу. То есть такой колебательный контур у нас уже будет являться источником колебаний, которые будут распространяться в пространстве. Ну и в данном случае еще можно еще раз отметить, что в конденсаторе у нас происходит образование электрических колебаний, которые изменяются по направлению и по величине. В катушке индуктивности происходит периодические изменения магнитного поля, тоже по величине и по направлению. Сейчас посмотрим, как выглядит открытый колебательный контур, что можно получить в итоге. То есть открытый колебательный контур у нас будет состоять из генератора переменного напряжения. Вот он у нас имеется здесь. И генератор переменного напряжения у нас подключаются проводники. По проводникам, естественно, будет протекать переменный ток. У нас здесь это показано как раз вот стрелочками. Белая и синие стрелочки показывают направление тока. То есть по периоду у нас ток течет в одном направлении, по периоду у нас течет ток в другом направлении. Вокруг данных проводников, так как у нас проводники источники переменного тока, возникает переменное магнитное поле. Переменное магнитное поле, мы знаем по теории Максвелла, приводит к появлению переменного электрического поля. Возникает переменное электрическое поле. Опять же, переменное электрическое поле приводит к появлению переменного магнитного поля, переменное магнитное приводит к появлению переменного электрического поля и так далее. По цепочке у нас происходит распространение электромагнитных колебаний в пространстве, распространяется электромагнитная волна. Таким образом,
Открытый колебательный контур, который снабжен источником переменного напряжения, мы будем называть излучающей антенной либо осциллятором. Данный колебательный контур он является источником у нас электромагнитной волны, которая распространяется в пространстве. Ну и также можно отметить, что касается механизма возникновения электромагнитной волны, что переменный электрический ток создает вихревое переменное магнитное поле. Вихревое переменное магнитное поле приводит к появлению вихревого переменного электрического поля и так далее по цепочке. То есть таким образом мы можем создать электромагнитную волну, которая будет распространяться в пространстве, ну и впоследствии ее использовать. На этом рисунке также у нас показан механизм генерации электромагнитных волн. То есть опять же источник переменного напряжения, есть два проводника, направление тока у нас изменяется через полпериода, вокруг проводника возникает магнитное поле, и вокруг данного магнитного поля будет распространяться переменное электрическое поле, то есть в пространстве будет распространяться электромагнитная волна. Здесь показано у нас распространение магнитной составляющей электромагнитной волны. Так же, как и для механической волны мы записывали уравнение, для электромагнитной волны тоже мы записываем уравнение, но в данном случае уравнение будет состоять из двух составляющих. Это электрическая составляющая и магнитная составляющая. В данном случае мы видим, что напряженность электрического поля будет изменяться по гармоническому закону, и также напряженность магнитного поля, H это напряженность магнитного поля, вторая силовая характеристика магнитного поля, также изменяется по гармоническому закону. Ну и напряженность магнитного поля у нас измеряется в амперах на метр, позволяет оценить силовое воздействие магнитного поля на двигающиеся заряженные частицы в вакууме. Также в данной формуле мы видим, что присутствует частота, круговая частота, и в данном случае мы получаем также зависимость от времени, обозначается буквой Т, зависимость от координаты или от расстояния от источника данной волны X, и также зависимости от скорости распространения электромагнитной волны. В данном случае E и H это у нас мгновенные значения напряженности электрического и магнитных полей. E нулевой, H нулевой это амплитудные значения, то есть максимальное значение напряженности электрического и магнитного поля. Омега круговая частота, X это расстояние от излучателя, V скорость распространения электромагнитной волны, и T это время. Еще раз на этом остановимся. Согласно данным формулам, согласно данному уравнению, мы также можем нарисовать график электромагнитной волны, ну, либо мы должны зафиксировать время, либо зафиксировать расстояние. В данном случае у нас показан график фиксированный момент времени в зависимости от расстояния. И в данном случае мы видим, что у нас вектор напряженности электрического поля и магнитного поля будет колебаться во взаимно перпендикулярных плоскостях, то есть вектор E у нас колеблется в вертикальной плоскости, вектор H в горизонтальной плоскости. Кроме того, они также колеблются перпендикулярно направлению распространения электромагнитной волны. То есть, исходя вот из того, что у нас колебания происходят в плоскостях перпендикулярных направлению распространения электромагнитной волны, мы можем сказать, что электромагнитная волна – это поперечная волна. То есть свет, как один из видов электромагнитной волны, у нас будет являться поперечной волной. То есть помним, механическая волна в виде звука и в виде ультразвука – это продольные волны. Здесь же мы отмечаем, что свет, рентгеновское излучение, радиоволны – это поперечные волны. Здесь у нас еще один график показан. Также у нас есть источник
переменного напряжения, источник электромагнитной волны, и мы видим, что в данном случае у нас колебания происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях и перпендикулярно направлению распространения. Ну и можно еще посмотреть в динамике, как у нас происходит изменение данных векторов и как происходит распространение в пространстве электромагнитной волны. Следующий вопрос, который важен при рассмотрении любого физического фактора, это энергетические характеристики электромагнитной волны. То есть у нас в зависимости от энергии будет проявляться воздействие на организм в разной степени. То есть чем больше энергии, тем больше воздействие будет оказывать физический фактор на организм человека. Электромагнитная волна, ее энергия, она будет складываться из двух составляющих. Это электрическая составляющая, в зависимости от напряженности электрического поля, и магнитная составляющая, в зависимости от напряженности магнитного поля. Мы можем оценить энергию при помощи объемной плотности энергии. То есть вот у нас данная формула. В данную формулу у нас входит опять же диэлектрическая проницаемость среды, электрическая постоянная, напряженность электрического поля в квадрате. Кроме того, также мы можем отметить, что будет присутствовать магнитная проницаемость вещества, магнитная постоянная, ну и напряженность магнитного поля. То есть от данных слагаемых у нас будет зависеть та энергия, которая будет оказывать воздействие на организм человека, на биологические объекты. Кроме того, нам также необходимо оценить действие, энергетическое воздействие при помощи вектора Омова-Пойтинга. Вектор Омова-Пойтинга у нас рассчитывается по следующей формуле. Итак, плотность потока энергии, то есть та энергия, которая распространяется за единицу времени и через единицу площади, будет определяться как напряженность электрического поля умножить на напряженность магнитного поля. В данном случае мы говорим о произведении векторном, то есть векторное произведение напряженности электрического и магнитного поля. И в данном случае также данное соотношение будет равно как объемная плотность энергии умножить на скорость распространения электромагнитной волны. Исходя из данной формулы, можно сделать вывод, что у нас скорость распространения будет определять направление вектора Омова-Пойтинга. То есть вектор Омова-Пойтинга у нас будет направлен таким же образом, как и скорость распространения электромагнитной волны. Следующий вопрос – это значимость электромагнитных полей и волн для биологических объектов, для биологии, для медицины. Ну и мы уже с вами отмечали, что Земля у нас гигантский магнит, поэтому у нас существует магнитное поле Земли. Ну и кроме того, также мы должны учитывать, что все биологические процессы зарождались на Земле в условиях существования электромагнитного поля Земли, также других объектов, звезд, других планет. Поэтому существует естественный электромагнитный фон. И вот в настоящее время у нас существует как загрязнение электромагнитного фона при помощи искусственных источников электромагнитного фона, также и существуют такие явления, как, наоборот, экранирование от электромагнитного фона, естественного электромагнитного фона, если человек находится, например, в условиях длительного пребывания в самолете, в ракете, в автомобиле. В данном случае электромагнитный фон, естественно, он будет уже уменьшаться. Естественно, это все может оказывать также воздействие на организм человека. И вот что касается именно действия электромагнитных волн техногенного характера, тоже нужно учитывать, что при длительном воздействии достаточно высоких по интенсивности полей
может возникнуть нарушение здоровья. Так, ну и здесь также можно посмотреть, что Солнце наставший источник электромагнитного поля, которое тоже будет воздействовать на человека. Ну, и что касается также значимости, уже, как бы я уже сказала, что у нас электромагнитные поля и волны могут иметь негативное воздействие при длительном и воздействии также, если большая интенсивность данного фактора. То есть есть такое понятие, как электромагнитная болезнь, когда происходит нарушение работы центральной нервной системы, репродуктивной системы, сердечно-сосудистой. Но это как бы при условии именно достаточно высокой интенсивности длительного воздействия. Ну и кроме того, также электромагнитное поле, электромагнитные волны мы можем использовать для терапии, то есть в определенных дозировках, при определенных показаниях мы можем использовать данные факторы для лечения. Но опять же, в каждом случае есть свои противопоказания, поэтому их тоже нужно учитывать. Следующий вопрос – это шкала электромагнитных волн. Мы уже на нее посмотрели в начале лекции. Возможно деление именно в зависимости от способа получения. И здесь у нас показано, какие виды низкочастотные колебания, радиоволны. Также у нас есть оптическое излучение. Сюда мы относим инфракрасное, видимое излучение, ультрафиолетовое излучение. Также сюда же можно отнести рентгеновское и гамма-излучение. Выясним, в каком случае мы получаем тот либо иной вид электромагнитных волн. Итак, радиоволны можно получить в том случае, если существуют переменные токи в проводниках и также при наличии электронных потоков. Источниками радиоволн у нас является излучающая антенна. В случае оптического излучения, то есть к оптическому излучению мы относим инфракрасное, ультрафиолетовое, видимое излучение. Данные виды излучения будут получать за счет квантовых переходов электронов на внешних орбитах. Это что касается оптического излучения. Ну и вот если мы посмотрим опять же на видимую область спектра, то здесь опять же у нас нет четкого деления. В данном случае у нас один диапазон переходит в другой. Это вот особенность также у нас электромагнитных волн. Следующий вид излучения – это рентгеновское излучение. Рентгеновское излучение получают при торможении быстрых электронов на твердой мишени. Это первый способ получения. И также при квантовых переходах на близких к ядру слоях. У нас будет отдельная лекция, посвященная рентгеновскому излучению. Там как раз мы будем разбирать способы получения, действия на организм, применение в медицине. Следующий вид излучения – это гамма-излучение. Его мы можем получить при распаде радиоактивных ядер. Гамма-излучение характеризуется максимальной частотой, соответственно, будет обладать максимальным энергетическим воздействием. Ну и на организм в данном случае достаточно сильное воздействие будет наблюдаться, негативное воздействие. То есть это тоже нужно учитывать. Что касается рентгеновского излучения, которое у нас граничит с ультрафиолетовым излучением, здесь у нас опять же нет четкого деления по длине волны, то рентгеновское также у нас ограниченно может использоваться в медицине, так как оно характеризуется ионизирующим воздействием, поэтому может использоваться ограниченно. Тут у нас показана также шкала электромагнитных волн в сравнении с размерами длин волн и некоторых объектов. То есть, если мы рассматриваем радиодиапазон, то длина волны здесь достаточно большая, то есть соизмерима размерами зданий. Если микроволны, то есть уже размер бабочки и так далее. То есть, если мы посмотрим ультрафиолетовое излучение, то размеры будут сравнимы с размерами молекул. Длина волны будет иметь такое значение. Рентгеновские лучи уже имеют длину волны, которая сравнима с размером атомов. Ну, а вот гамма-излучение здесь у нас в данном случае размеры длины волны будут соотноситься с размером ядра. То есть от длины волны, которая сравнима с размером здания, до длины волны, которая
соответствуют размеру ядра. Такие длинные волны у нас характеризуют электромагнитное излучение. Это что касается первой части. Теперь переходим ко второй части лекции. И вторая часть лекции у нас относится к высокочастотным токам и полям, их воздействию на организм и также их применению в медицине. Можно сказать, что к высокочастотным токам и полям мы относим поля и токи, частота которых лежит в интервале от 100 кГц до 10 в 11 степени Гц. До 100 кГц мы рассматриваем низкочастотные колебания. Также в зависимости от частоты высокочастотные токи и электромагнитные поля мы можем подразделить на 3 категории. Это высокой частоты от 100 кГц до 30 МГц, от 30 МГц до 300 МГц и сверхвысокой частоты это свыше 300 МГц. Действие будет, естественно, в данном случае отличаться, и применение тут, вот если говорить о физиотерапии, то в зависимости от того, на какие ткани мы оказываем воздействие, будет определяться частотой данного физического фактора. Опять же, можно вспомнить, что вопросы, которые мы сейчас будем рассматривать, они у нас выносятся на дифференцированный зачет, это 17-й вопрос зачета. Ну, как раз вот что касается процессов, которые происходят в тканях организма под действием высокочастотных полей и токов. Что касается тепловых потерь или реакционных потерь. И также, что касается применения высокочастотных токов и полей. Тут у нас достаточно много методик, мы все их рассматривать не будем, а рассмотрим некоторую часть. Первое, что нам необходимо все-таки выяснить, что касается действия высокочастотных токов и полей на организм, это почему все-таки высокочастотные токи и поля достаточно широко применяются в терапии, в отличие от низкочастотных. И здесь мы рассмотрим обоснование терапии полями и токами высокой частоты. Мы уже этот вопрос затрагивали на прошлой лекции, и мы выяснили, что высокочастотные токи характеризуются достаточно высокой частотой, поэтому сила тока здесь изменяется достаточно быстро. Здесь у нас показаны сравнительные графики для тока более низкой частоты, синяя линия, и для более высокой частоты. Конечно, если мы рассмотрим низкочастотный ток и высокочастотный ток, там отличие будет более серьезным. Ну, как здесь возможно было показать, мы видим, что в случае низкочастотного тока у нас происходит медленное изменение силы тока, и ток, который оказывает раздражающее действие, будет оказывать воздействие более длительный промежуток времени. В случае высокочастотного тока воздействие будет наблюдаться небольшой промежуток времени, поэтому нервные окончания не успевают реагировать на действие этих токов, поэтому раздражение, поражение, возбуждение ткани при помощи высокочастотных токов мы наблюдать не будем. То есть в данном случае не происходит такого негативного воздействия, как в случае с низкочастотным током, поэтому высокочастотные поля и токи мы можем использовать для лечения. Второе, для чего мы можем использовать данные токи, это наличие теплового эффекта. В данном случае происходит нагревание ткани за счет именно тех процессов, которые будут наблюдаться под действием токов и полей, то есть это возникновение токов проводимости, токов смещения, движение дипольных молекул. И в отличие от традиционных методов прогревания, здесь теплота будет выделяться именно в глубине ткани. То количество теплоты, которое будет наблюдаться, которое будет выделяться, будет зависеть от параметров электрического поля, то есть напряженность, частота, и также от характеристик самих тканей. Поэтому, когда мы выбираем методику, мы должны также учитывать, на какие ткани необходимо оказывать воздействие, потому что в разных тканях у нас наблюдается
выделения теплоты в зависимости от того физического фактора, который мы используем. И следующий еще эффект, который также применяется в терапии, это специфический эффект. Максимальное проявление его будет наблюдаться при колебаниях ультравысокой частоты и сверхвысокой частоты. То здесь происходят физико-химические изменения, молекулярные изменения, структурные изменения, которые также могут оказывать положительное воздействие на ткани организма. И здесь, что касается данного фактора, мы его применяем также в медицине. Следующий вопрос – это тепловые потери. Тепловые потери позволяют оценить то количество теплоты, которое выделяется в тканях организма под действием данного физического фактора. Здесь применяется формула, то есть это общая формула, которая позволяет оценить тепловые потери. То есть тепловые потери равны отношению энергии, которая выделяется, поделенной на объем, в котором выделяется данная энергия, и на время, в течение которого происходит выделение. Единица измерения в данном случае будет 1 джоуль разделить на 1 секунду и на метр кубический. В зависимости от того, в каких тканях у нас происходит выделение теплоты при помощи электрического поля или электрического тока, мы применяем ту-либо иную формулу для оценки тепловых потерь. Итак, если мы говорим о тепловых потерях в случае протекания тока проводимости, то есть если у нас электроды помещаются непосредственно на поверхность биологической ткани, то тепловые потери дельта Q у нас определяются как плотность тока в квадрате умножить на удельное сопротивление, либо плотность тока в квадрате разделить на удельную электропроводимость. Ну и, конечно, у нас, что касается токов проводимости, тепловые потери будут возникать в тех тканях, которые богаты жидкостями. То есть мы уже говорили, то есть там, где у нас есть ионы, которые приводят к появлению токов проводимости. Если мы помещаем биологическую ткань в электрическое поле и у нас нет контактного наложения электродов, то в данном случае тепловые потери будут определяться как напряженность электрического поля в квадрате умножить на удельную электропроводимость. То есть мы видим, что у нас тепловые потери, то есть то количество теплоты, которое будет выделяться в тканях организма, будет зависеть от параметров электрического фактора, напряженности, плотности тока, и также будет зависеть от того, какими характеристиками обладает данная ткань, то есть это удельная электропроводность, удельное электросопротивление, то есть они также будут определять то количество теплоты, которое будет выделяться в данных тканях. Это вот что касается тепловых потерь, которые возникают в проводящих тканях. Также у нас количество теплоты достаточно большое будет выделяться и в непроводящих тканях. И в данном случае мы говорим, что возникают диэлектрические потери. В диэлектриках мы знаем, что у нас нет свободных зарядов, но в данном случае у нас есть дипольные молекулы, а так как поле переменное, то диполе будет ориентироваться по направлению поля, то есть будет стремиться повернуться по направлению поля. Ну, поле переменное, поэтому диполи, как мы здесь видим на картинке, будут совершать вращательные движения, то есть полпериода они будут стремиться располагаться в одном направлении, полпериода в другом направлении. Итак, диэлектрические потери – это часть энергии электрического поля, которая преобразуется в теплоту при переполяризации в диэлектриках. То есть у нас энергия электрического поля передается диполем, диполи перемещаются, и в данном случае энергия движения будет преобразовываться
в тепловую энергию, во внутреннюю энергию. В данном случае у нас тепловые потери могут быть рассчитаны по следующей формуле. Это диэлектрическая проницаемость вещества умножить на электрическую постоянную, умножить на частоту электрического поля, умножить на напряженность электрического поля в квадрате и тангенс электрических потерь. То есть дельта – это угол между, здесь у нас показано на рисунке, между направлением напряженности электрического поля и дипольным моментом. То есть дипольный момент – это характеристика диполя, которая направлена от отрицательного заряда к положительному. Вот как раз угол между данными векторами у нас определяет угол электрических потерь. Чем больше будет угол, тем больше будут электрические потери. Также у нас диэлектрические потери будут определяться, опять же, характеристиками данного вещества. Это диэлектрическая проницаемость вещества. Будет определяться частотой электрического поля, то есть чем больше будет частота, тем больше энергии будет выделяться в данной ткани. Будет определяться напряженность электрического поля, но и также углом диэлектрических потерь. Это как раз что касается свойств данных тканей. Исходя из данной формулы, можно сделать вывод, что мы можем регулировать количество теплоты, которое выделяется, то есть регулировать частоту и напряженность электрического поля. То есть у нас переменные высокочастотные поля и токи обладают тепловым воздействием, и тепловое воздействие мы как раз можем применять в физиотерапии. Следующий вопрос – это классификация высокочастотной аппаратуры. В данном случае рассмотрим некоторые методики, которые применяют в медицине как для лечения, так и для хирургии. Первая методика – это дерсонализация, достаточно старый метод, который был предложен Дерсонвалем. Действующий фактор, который оказывает воздействие на ткани организма, это переменный импульсный ток высокой частоты. Частота в данном случае от 50 до 110 кГц. Напряжение достаточно высокое, это 25 кГц. Сила тока 0,02 мА. Ток имеет колокообразную форму, и частота модуляции в данном случае соответствует 50 Гц. Какое воздействие будет в данном случае оказывать этот переменный импульсный ток? Нужно сказать, что мы рассматриваем здесь местную методику, когда оказывается воздействие на местном уровне, на определенный участок кожи, ткани, либо на слизистые. Также существует общая методика, когда человека помещают в большой соленоид и оказывают на него воздействие. Общая методика сейчас практически не используется, поэтому мы рассматриваем именно местное воздействие. То есть в данном случае лечебным фактором является электрический разряд, который возникает между электродом и телом пациента при удалении электрода от кожи пациента. Возможно также воздействие без возникновения зазора, то есть при плотном контакте электрода и тела человека. Электроды здесь у нас, они у нас показаны на слайде. Это стеклянные электроды различной формы. И электроды имеют ту особенность, то, что внутри здесь достаточно низкое давление для того, чтобы возник электрический разряд. Давление внутри электродов от 1,1 до 0,5 мм ртутного столба. Электрод присоединяется у нас к резонатору. Вот у нас здесь он изображен. У нас также лабораторным практиками представлен данный аппарат. И далее оказывается воздействие. То есть воздействие различное, то есть как на слизистые, так и на кожу головы можно оказывать воздействие, на ухо, на десны. Сейчас посмотрим рисунки, которые как раз поясняют данные. И в данном случае происходит раздражающее воздействие на кожные рецепторы. Кроме того, также происходит улучшение кровообращения, что имеет положительное воздействие на ткани организма. Как раз здесь у нас показаны
рисунки, которые поясняют применение персонализации, то есть возможно воздействие на кожу головы при помощи электрода в виде расчески. Также грибовидный электрод используется для воздействия на ткани организма при прикосновении к коже. И также десенный электрод у нас здесь показан, то есть это уже стоматологическая практика. Следующая методика – это аппарат УВЧ-терапии. Здесь возможно использование либо электрического поля ультравысокой частоты, либо магнитного поля ультравысокой частоты. Частота действующего фактора от 40 до 50 МГц, если мы используем в непрерывном режиме. И в непрерывном режиме у нас наблюдается именно тепловое воздействие. Если же мы используем импульсный режим, то в данном случае у нас используется частота 300 МГц. И здесь как раз мы можем наблюдать специфическое воздействие ультравысокочастотных колебаний. Что здесь отмечено? Что длина волны здесь достаточно высокая, от 5 до 7,5 метров. То есть происходит воздействие не локальное, а воздействие на все ткани. Но, естественно, мы электроды подводим к определенному участку, здесь воздействие происходит максимально. Если у нас используется электрическое поле, то в качестве электродов используются пластины конденсатора, которые помещены в пластмассу. Если мы используем магнитное поле, то в данном случае у нас используется катушка, помещенная опять же в пластмассовую коробку, и данная катушка уже помещается на ткани организма, на тело человека. Ну, как раз здесь тоже можно посмотреть, что воздействие на локтевой сустав, на плечевой сустав. В данном случае у нас воздействие происходит бесконтактно, то есть между телом человека и электродами существует воздушный зазор. В данном случае тепловое воздействие происходит как на проводящей ткани, так и на непроводящей ткани, диэлектрики. Как раз максимальное количество теплоты будет выделяться диэлектрикой. Нагревание в данном случае будет сквозным. В общем, ну и тепловые потери, мы уже смотрели на данную формулу. В проводниках будет определяться как напряженность электрического поля умножить на удельную проводимость. И зависит от характеристик самих тканей и характеристики поля. Что касается в диэлектриках, тоже эту формулу мы уже с вами разбирали. То есть определяется и диэлектрической проницаемости вещества, опять же, это характеристики организма. Также определяется характеристиками поля, то есть это частота, напряженность. Мы можем регулировать те тепловые потери, то количество теплоты, которое здесь будет выделяться, регулировать частоту и напряженность физического фактора. Ну и кроме того, вспоминаем, что у нас происходит специфическое воздействие при помощи данного аппарата на высоких частотах и применяют данную методику для того, чтобы воздействовать на центральную нервную систему, на эндокринную и кровеносную систему. Следующая методика – это диатермия. В данном случае наблюдается сквозное прогревание. Первоначально диатермия применялась именно как физиотерапевтический фактор, а сейчас же она применяется только в хирургии в основном. И в данном случае лечебным фактором являются токи проводимости, частота от 0,5 до 2 МГц, действует на поверхностные ткани, то есть кожу, подкожную жировую клетчатку. Если плотность тока будет достаточно высокая, то под электродом происходит достаточно сильное нагревание, причем если мы имеем электрод очень небольшой площади сечения, то есть ткани нагреваются до 60-80 градусов, происходит вскипание содержимого ткани,
И таким образом происходит рассечение ткани. Тепловые потери в данном случае будут определяться, уже мы эту формулу уже посмотрели, как плотность тока в квадраты подать и разделить на удельную электропроводимость. Ну, в данном случае у нас энергия ионов, которые будут перемещаться под действием данного высокочастотного тока, будет преобразовываться во внутреннюю энергию, в тепловую энергию. Таким образом будет происходить рассечение тканей. Если мы говорим как раз про такие методики, как электрокоагуляция и электротомия. Электрокоагуляция применяется для остановки кровотечения, для заваривания сосудов. И в данном случае важно то, что у нас активный электрод имеет небольшую площадь сечения, пассивный имеет достаточно высокую площадь сечения. Так как активный электрод имеет небольшую площадь сечения, плотность тока здесь будет достаточно высокая. То есть если мы вспомним, что плотность тока – это сила разделить на площадь, а площадь имеет небольшое значение, значит плотность тока будет достаточно большой. Поэтому под активным электродом у нас происходит нагревание до температуры 60-80 градусов Цельсия. И таким образом, если это электротомия, то в данном случае у нас электрод представлен в виде маленького шарика, пассивный электрод плоский, площадь которого достаточно высокая. Если это электротомия, рассечение ткани, то в виде лезвия у нас представлен электрод. Ну и здесь у нас тоже показана как раз электрохирургия. Активный электрод, под ним у нас плотность тока достаточно высокая. Мы видим здесь вот как раз. А пассивный электрод достаточно большой площади, под ним, конечно, плотность тока уже будет намного меньше. И рассечение происходит только под активным электродом. Здесь представлен аппарат. Тоже, опять же, можно посмотреть, активный электрод имеет небольшую площадь сечения и пассивный достаточно большой площади. И с тем у нас плотность тока под активным электродом будет достаточно высокой. Следующая методика – это индуктотермия. В данном случае действующий фактор – это магнитное поле высокой частоты, частота от 10 до 15 МГц. Мы знаем, что магнитное поле, переменное магнитное поле приводит к появлению индукционных токов Фуко в данном случае. И за счет этого у нас будет наблюдаться колебательное движение заряженных частиц. Энергия движения данных частиц будет преобразовываться в тепловую энергию, за счет чего происходит также прогревание под действием индукционных токов. То есть мы действуем магнитным полем высокой частоты. У нас здесь на рисунке показано магнитное поле. Магнитное поле приводит к появлению вихревых токов. В данном случае у нас ионы будут совершать колебательное движение. Так как у нас частота поля будет достаточно большая, то ионы не будут успевать замкнуть в круговой ток, поэтому действие раздражающего, возбуждающего у нас, естественно, здесь не наблюдается. Энергия движения этих ионов будет преобразовываться во внутреннюю энергию, в тепловую энергию, и с этим будет наблюдаться прогревание тканей организма. Тепловые потери, энергия, которая в данном случае будет, выделяться, у нас определяется как круговая частота магнитного поля в квадрате умножить на магнитную индукцию этого поля в квадрате и умножить на удельную электропроводность. Опять же, мы видим, что в данном случае у нас есть зависимость как от свойств данного поля, так и от свойств ткани, которые
в данном случае подвергаются воздействию. Следующая методика – это микроволновая терапия, СВЧ-терапия. Здесь воздействие у нас уже, в отличие от действия УВЧ, будет локальным. Длина волны данного фактора будет изменяться от 1 мм до 1 метра. Частота действующего фактора от 10,8 до 10 в 11 степени Гц. Действие будет опять же тепловым. В качестве электрода используется рупорная антенна, ну а тепловые потери будут зависеть как от электрической, так и от магнитной составляющей. Тепловые потери будут равны как определяться формулой как диэлектрическая проницаемость вещества умножить на магнитная проницаемость также вещества, магнитную величину, умножить на напряженность магнитного поля, напряженность электрического поля и разделить на 2. Что касается данного физического фактора, то данный физический фактор у нас оказывает максимальное воздействие на те ткани, которые содержат водную фазу. Так как в данном случае у нас частота данного фактора, она соответствует характеристической частоте колебаний молекул воды. Поэтому в водной фазе у нас выделяется максимальная теплота, и воздействие этого лечебного фактора показано на те ткани, где у нас присутствует водная фаза. Здесь у нас показана фотография, иллюстрирующая данное воздействие, данную терапию. Ну и последняя методика – это микроволновая резонансная терапия, КВЧ-терапия. Здесь у нас действующим фактором является электромагнитная волна достаточно высокой частоты, от 10 в 11 до 10 в 10 степени Гц. Длина волны 1 мм. Количество теплоты, которое оказывает воздействие на ткани организма, определяется квантом энергии, то есть это постоянная планка умножить на частоту электромагнитной волны. И было замечено, что максимальное воздействие оказывается при действии этого фактора на биологически активные точки. То есть здесь происходит максимальное поглощение, и если у нас биологически активные точки взаимосвязаны с определенными тканями и органами, то воздействие как раз происходит на данные органы. Также здесь используется явление резонансных частот, то есть именно на определенных частотах наблюдается отклик организма на данное воздействие. Воздействие будет локальным, и воздействие сигналом небольшой величины. То есть вот в этом заключаются особенности магнитно-резонансной терапии, либо другое название крайне высокочастотной терапии. Вот на этом у нас заканчивается рассмотрение вопросов, которые касаются классификации высокочастотных методов терапии. То есть мы рассмотрели не все методы, их достаточно много. Ну, как бы вот основные типы воздействия мы рассмотрели. Ну и кроме того, вспоминаем, что сегодня мы также рассмотрели вопросы, которые касаются генерации получения электромагнитных волн, понятия электромагнитной волны, шкалу электромагнитных волн рассмотрели. Ну и что касается следующих лекций, также вы будете рассматривать, как применяются электромагнитные волны в медицине, как можно получить данный вид электромагнитной волны и какое воздействие они оказывают на ткани организма. На этом все. Лекцию заканчиваем. До свидания.